Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Шьет. Сегодня я уже показывала на предыдущем уроке, вы можете посмотреть, как я подгибала низ с помощью лака. И вот я прострочила, вот такую вот сделала строчечку двойной иголочкой. Здесь двойную иголочку я поставила, и вот оно как распашивалочка. По этим я тоже прострочила вокруг двойной иголочкой. Очень интересно все получилось. Это все сотрется, это все водичкой сбрызнется, и оно все станет на свои места. Очень-очень советую поработать с лаком, даже если у вас не тянущаяся ткань, но она просто делает, строчка просто великолепна. Даже не нужно будет подставлять. Обычно, когда строчат трикотаж, подставляют бумагу. Но вместо этой бумаги, эта бумага, чтобы оно не пропускало эти строчку, прокладывает бумагу, но вместо этой бумаги попробуйте лак. Я вам советую, великолепный результат, строчечка идеальная, все ровненько, все прекрасно выглядит. Я очень довольна этой работой. Что дальше? Что дальше мне нужно делать? Для дальнейшей обработки мне нужно перед тем, как я буду собирать верх, потому что нам нужно соединить полочку и плечо. В принципе, я могу это сделать даже сейчас, показать, как вам собирать эти вещи. Вот я беру полочку и спинку. Это полочка, а вот это вот спинка. Я беру и вот так вот это все я должна совместить. Я вам показываю, как строчить нужно только по полочке, так как полочка по спинке плечевой должен немножко всегда припосаживаться. Обязательно. Вот, если у вас сильно скручивается, то вы можете тоже лаком немножко. Но я не буду, потому что достаточно уже лака. И вот так вот мы соединяем так, чтобы вот эти вот наши срезы все уравнивались, потому что немножко я специально, чтобы вот здесь вот, потому что она строчевая, и полочка должна быть немножко растягиваться, и тогда на вашем теле оно не будет собираться впереди. Обязательно попробуйте, и это необходимое такое требование. И вот это вот нужно собрать плечо. И затем рукавчик собирать. Ну, в принципе, можно рукавчик и втачивать и с боковыми, но можно и так, и так. Вот видите, уже клей, то есть лак уже сошел, оно уже начинает закручиваться этот. Вот. Что я? Вот так же само я соединяю боковые, также уравниваю здесь вот эти вот все срезики, чтобы оно ничего не перекашивало. Вот так вот скалываю, так, чтобы можно было. Вот видите, вот в таком вот состоянии у нас идет это вот. Спиночку я не буду обрабатывать, я прострочу ее двойной иглой. Тоже сделаю, скорее всего, я сделаю
побрызгаю лаком и прострочу просто, просто прострочу двойную строчечку и все. И вот такой вот результат нашей работы. И нас будет сложено все это, подготовлено, подготовка к оверлоку. Делаем мы это без наметочек. Мы собираем эту заднюю и переднюю часть, собираем без наметочек. Ничего мы не сметываем, ничего, потому что я последнее время даже не беру иголку с ниткой для наметок. Я даже и не трачу на это время, потому что это лишнее время. Сначала наметать, потом вытаскивать эти наметки. А поверьте, оно не стоит того, чтобы... И вот так вот я вот сколола для подготовки. А что еще нужно будет? Мне нужно будет заселить шнурочек для того, чтобы вырезать шнурочек так, чтобы у меня было немножко больше на завязку, где-то вот в таком расстоянии, где-то так, можно больше. В общем, все здесь зависит от... Но нужно шнур продеть до того, как мы будем собирать на оверлоке, потому что оверлок у нас будет закрывать вот здесь вот это вот шов. Значит, мы должны заселить. Прошу прощения, не отвлеклась. Я сейчас заселю. Вот именно, чтобы оно продеть этот шнур. Я все делаю, фантазирую все на ходу, потому что я не зарисовываю, я зарисовываю это все как бы все себе в голове. Я себе прорисовала эту модельку, я не зарисовываю это на бумаге, у меня все практически в голове, и когда я крою, я это все вижу, и мне даже крой подсказывает, как лучше сделать ту или иную направление. Вот так вот, мои хорошие. Вот я сейчас еще заселю следующую веревочку. Оно будет очень оригинально. Мне это очень нравится. Я по ходу дела всегда соображаю, допустим, как мне подсказывает ткань, как она будет ложиться или там еще что-то. Потому что ткани всегда, они разные и фасоны разные, так что нужно исходить из того, что у нас, допустим, там по ткани, как она растягивается, как она ложится, как в том или другом фасончике оно будет. Не всегда оно... Ты планируешь одно, но ткань, она подсказывает, как лучше сделать. Так же самое я с этим всем работаю. Вот видите, как у нас будет красиво здесь вот такой вот бантик, вот такой вот такая вот слабенькая сборочка, и красивый будет бантик. Вот мне понравилась эта идея, я ее воплотила, и это я придумала это все на ходу, потому что я как бы планировала совсем по-другому, но когда я начинаю кроить, мне ткань уже подсказывает, и каждая операция, каждое
узел мне подсказывает, как правильно сделать. И потом получается великолепная моделька. Не всегда как бы с тканью получается то, что ты, допустим, задумал до этого. Ткань уже подсказывает, как правильно поведет та или иная операция. Так что очень все это вы сами тоже прислушиваетесь, и как оно ведет, как, допустим, там подрезали, ага, оно вот так вот идет, значит, мне можно это так оставить, допустим, это так, это так. Ну, в общем, это ваши все творческие идеи, мои хорошие. Я с вами делюсь своими знаниями, так как всегда нужна подсказка, и без этой подсказки как бы всегда маленькие подсказки, они всегда полезны, мои хорошие. Просматривайте мое видео, я это соберу на верлаке и вам потом покажу, потому что я не хочу садиться за верлок и оверлаживать и снимать это видео. Это лишняя трата времени и для вас, и для меня. Нужно более такие вопросы рассматривать, которые более такие ценные, а за верлаком вы сами можете это все сделать. В принципе, как строчить за верлаком тоже очень важно. Но у меня есть предыдущие видео, вы можете посмотреть. Повторяться я не буду, потому что нет смысла тратить время на эти видео, и ваше, и мое. Так что все хорошие мои я подготовила к сборке на оверлаке. Штанишки я, наверное, тоже вам сейчас покажу, как собрать тоже. Я соберу сейчас штанишки. Кофточка как одна, это одно. И я покажу вам, как я буду собирать штанишки. Штанишки так же само очень нужно собирать очень аккуратненько. Я-то могу сама под оверлаком все это собрать, но я вам покажу, как это собрать. Вот эту вот часть я беру, заднюю и переднюю половинку, и вот так вот откладываю. И по боку я вам уже рассказывала, что вот эта вот часть мы уравниваем низ. Вот точно все мы уравниваем низ. Потому что если мы не будем уравнивать низ, у нас будет выходить, и это очень будет нехорошо. Вот так вот. Вот это вот, когда вы будете строчить под оверлаком, ну, это я уже вам рассказывала, когда строчишь под оверлаком, нужно немножко трикотаж натягивать. Вот такой вот. И так же само и шаговой шов. Этот шаговой шов мы также само скалываем и будем на верлаке. Я еще вам хочу напомнить, что собирать брюки на верлаке только по передней части. Обязательно только по передней. Если вы будете по задней, не будет правильно ложиться изделие. Как бы вы ни краили, если вы правильно покроили, но не с той стороны прострочили на верлаке, это уже будет плохой результат. Обязательно это самое такое замечание и заметочка, что очень важно строчить по передней половинке, потому что задняя половинка должна быть припосажена. Допустим, там, если есть пространство, то вы чуть-чуть припосаживаете в районе попы или в районе
вот здесь вот под пахвой, вот там вот всегда, если, допустим, задумано, что оно будет при посадочка в этих районах, допустим, на широкие бедра, то нужно будет припосадить вместо выточек, нужно будет припосадить именно в районе, вот, в районе бедер. Это тоже очень важно. Только собирать брюки по передней половинке. Обязательно. У вас будут не так ложиться штанины, если вы неправильно будете не с той стороны собирать оверлоком. Вот так вот я вот вам сколола, показала, и я пойду на оверлок, это все соберу и вам покажу на следующем уроке. Это у нас задние и передние половинки, и также само нам нужно собрать рукавчик. Вот рукавчик нам нужно собрать, меточку поставить, вот крестик, где у нас, чтобы на одной стороне и на второй стороне, и желательно тоже может на лицо, чтобы не выворачивать. И вот так вот также мы собираем тоже по передней половинке, по передней части обязательно собираем также по низу и совмещаем в районе проймы. Вот так вот собираем, назначили все это, и я вот так вот так же само по передней половинке. Ни в коем случае по задней нет, потому что иногда тоже делают вместо выточки локтевой, тоже делают как бы разницу и припосаживают рукавчик в районе локтя тоже. Так что очень нужно внимательно собирать эти все рукавчик и брючки. И также само мы собираем вот так вот манжетики. Вот у нас так манжетик. И вот также вот по такому же принципу, все по такому же принципу собираем манжетик. Вот так вот манжетик собирается. Потом он выворачивается, и все восстанавливается как нужно. Я эти все технологии разрабатываю так, чтобы было удобно, быстро и качественно шить изделия. Потому что когда начинаешь, технологий очень много, и когда ты начинаешь разрабатывать свои технологии, это очень удобно и комфортно для быстроты и для удобства. И эта вещь выглядит эксклюзивной и практичной. Так что все, мои хорошие, творческих вам вдохновений, чтобы у вас было желание шить, желание смотреть мои видео и пользоваться моими советами. Так что я думаю, вам очень понравятся мои технологии, мои методы. Они очень эффективные, потому что я это делаю для облегчения своей работы и для качества, мои хорошие. Всем желаю терпения и вдохновения, мои хорошие. Желаю вам также самого-самого светлого солнышка в вашей душе, мирного неба, и посылаю вам безусловную любовь и благодарность. Все, мои хорошие, доброты. Всем вам всего самого наилучшего. Всем пока-пока, мои хорошие. Всех благ.